Путина и российских депутатов призвали уйти. В Киеве рассказали, как заставить Россию проиграть, а Лукашенко угрожает белорусским ученым пытками. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Отношения России и Ирана. Путин жмет руку иранскому президенту и говорит о сближении, о чем договорились на встрече в Ашхабаде. Тех, кто против власти, на принудительное лечение. В России инакомыслящих отправляют в психиатрические больницы. Пользуется ровно тот же старый добрый галперидол. Проигрыш России. Резкое заявление в украинском офисе президента. Там не понимают пессимизма Запада. Россия должна проиграть, и ее можно заставить проиграть. Друзья, всем доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Российское наступление на Донбассе продолжается, но ослабевает. Темпы снизились, и сейчас армия РФ хоть и добивается незначительных завоеваний, но при этом несет огромные потери. Об этом пишет The Economist. Авторы издания, которые пообщались с военными, пишут, что Россия была бы не против захватить Покровск в Донецкой области, город, который считают важным логистическим узлом ВСУ. Но пока эта задача для РФ невыполнима. Economist пишет, если бы оккупационная армия захватила Покровск, то наносила бы удары по центральной части Украины и ухудшила бы материально-техническое положение ВСУ. Но на оккупацию города армии Путина понадобятся месяцы, при этом россияне понесут огромные потери. Несмотря на нынешнее пессимистичное настроение по поводу перспектив Украины, Россия далека от достижения своей главной цели – захвата Луганской и Донецкой областей до конца этого года. И хотя Москва поставила цель вытеснить украинские войска из Курска к началу этого месяца, теперь кажется, что для этого потребуется намного больше времени и значительных сил, чем те, которые Россия уже смогла мобилизовать. The Economist отмечает, что Россия сейчас преуспела в информационном пространстве. Роспропаганде практически удалось убедить западных лидеров в том, что Украина не сможет победить. Именно поэтому Киев все чаще получает военную помощь с задержкой или же ее объемы уменьшились. В офисе президента Украины тем временем не понимают пессимизма Запада. В Киеве называют план победы конкретным средством, которое четко сформулировано и математически обосновано. Об этом в интервью немецкой прессе рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он напоминает, что сейчас Россия уже обращается за помощью к Северной Корее и Ирану, что говорит об истощении российских военных ресурсов. В Офисе украинского президента уточняют, что украинская модель, которая может привести к победе, состоит из 4 ключевых пунктов. Политическое принуждение, призванное дать понять, что каждая страна имеет право на выбор и вступление в союз, который ей выгоден. Второй пункт – это военное принуждение с переносом войны на территории РФ. Третий пункт – экономическое давление. И четвертый – дипломатическое принуждение. Подоляк говорит, что если Украина уступит России, то война продолжится, вероятно, в другой форме. Согласно международному праву, мы ведем оборонительную войну и имеем право атаковать страну-агрессора любым оружием. Я не сомневаюсь, что западные страны предоставят нам эти разрешения. Потому что риски этой войны существуют не только для Украины, но и для всей Европы. Речь идет о господстве России в Европе, а не только о захвате некоторых украинских территорий. Россия должна проиграть, и ее можно заставить проиграть. И для этого у нас сегодня есть подходящее средство. Позиции Ирана и России схожи в оценке событий в мире. В этом уверен Путин, который накануне впервые встретился с новым президентом Ирана Пезешкияном. Пезешкиян, кстати, согласился в будущем прилететь в РФ. Иранский президент открыто говорит, что отношения Москвы и Тегерана носят стратегический характер. Принимая во внимание волю духовного лидера исламской революции, наши отношения должны улучшаться и укрепляться день ото дня. Сейчас у нас много возможностей, мы должны помогать друг другу в наших отношениях. Наши позиции на международной арене в основном схожи с вашими. Даст Бог, мы примем участие в саммите БРИКС и сделаем все, чтобы подписать документы, которые должны быть там подписаны. Напомню, согласно данным западных разведок, Иран активно помогает РФ в войне против Украины, поставляя в том числе баллистические ракеты российской армии. Кроме того, иранские дроны типа «Шахед» ежедневно атакуют гражданские и инфраструктурные объекты Украины.
Путина призвали уйти в отставку. Он не справляется со своими задачами, в первую очередь по защите суверенитета. Кроме того, гибель срочников в Курской области также показывает то, что Путин ни о ком не заботится, говорит известная в России общественный деятель, которая ранее возглавляла Совет матерей и жен, движение, которое организовали родственники мобилизованных россиян. Ольга Цуканова в своих соцсетях заявила о недоверии к Путину и считает, что ему пора на отдых. Кроме того, Цуканова уверена, что на заслуженный отдых должны отправиться и депутаты Госдумы, которым плевать на россиян. Единственный выход — отправлять всех этих депутатов, всех чиновников, да и гражданина Путина в отставку, потому что я не вижу, что они справляются со своей деятельностью. И это нормальная практика. Но не справился, да, с работы увольняют. Фактически давайте мы их уволим, мы имеем это право. Почему вы боитесь? Почему люди боятся? Отправить в отставку для них просто трясучка какая-то. Если не справляются люди. И мы не можем с них спросить, самое главное, по закону. Поэтому нужно, чтобы у власти были те люди, которые будут действовать в наших интересах. Давайте все вместе отправим их в отставку уже наконец-то. Пусть займутся делом, пусть депутаты Госдумы поработают. По-настоящему, как мы работаем. Как вы оцените это заявление и что должно произойти в России, чтобы в отставку ушли не только депутаты, которые десятилетиями сидят в Госдуме, но и Путин? Хотелось бы прочесть вашу точку зрения в наших комментариях. Напишите об этом, пожалуйста. В России 49 человек отправили на принудительное лечение в психиатрические больницы по политическим мотивам. Такую статистику приводит Центр защиты прав человека «Мемориал». Правозащитники уточняют, что с 2022 года число тех, кого отправили на такое якобы лечение, начало резко расти. Детальнее о практике принудительного лечения, последствиях и пытках в медучреждениях мы поговорили с известной российской правозащитницей, главой фонда, который занимается юридической и гуманитарной помощью людям, которые столкнулись с нарушением прав со стороны российских силовиков и в целом режима, Ольгой Романовой. Этот вид наказания отправления в психиатрическую больницу, собственно, это, конечно, советская практика возвращения карательной психиатрии, которая с 60-х годов была распространена на всей территории Советского Союза и закончилась только в поздние годы перестройки. Причем закончилась реабилитацией, извинениями и так далее. И, в общем, почти 20 лет не было возвращения этой практики, сейчас она снова пошла. Вы знаете, вот сейчас принудительное психиатрическое лечение, оно, насколько мы видим, по отношению к политическим, применяется в разных вариациях. Самая легкая вариация – это амбулаторное наблюдение, или психиатрическая больница обычного типа, или психиатрическая больница тюремного типа, что самый плохой случай. Но здесь, конечно, доведение человека до состояния овоща практикуется, в общем, вполне себе легко. И используется ровно тот же старый добрый галоперидол, который не используется больше нигде. И, конечно, человек подвергается существенным пыткам, вмешательству в сознание. Лукашенко, который удерживает в белорусских колониях более 1000 политзаключенных, собирается медленно драть шкуру с ученых страны. Об этом самопровозглашенный сам и заявил, когда ему не понравился результат эксперимента. Далее цитата: «по возделыванию кукурузы разных сортов». В этом эксперименте победила зарубежная кукуруза, а не белорусская. Почему вас пытаю так? Потому что мы с вас начнем, с ученых, медленно, по-народному говоря, шкуру драть. Вы должны дать результат. Вы мне обещали устойчивость к полиганию, высочайшую урожайность и прочее. А у нас чуть дождь прошел, все логом лежит. Комиссия сейчас по Академии наук работает. Вы там сейчас отбиваетесь всячески, что мы вас обижаем, ученых, что вас надо гладить, лелеять. Да ученый, он нормальный ученый, если он день и ночь работает над своими сортами и прочее. Нет, начинаются плакаться. А что плакаться? В одной из крупнейших колоний России стало втрое меньше заключенных. Речь идет о колонии номер 10 в Пермском крае. Правозащитница Оксана Асауленко сообщает, что вероятно, что такое уменьшение напрямую связано с отправкой зэков на войну. В интервью «Нехта» глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова заявила, что по ее подсчетам воевать против Украины отправилось минимум 150 тысяч осужденных. Большая часть из них уже погибла.
Мотивация заключенных идти на войну очень сильно меняется. Если в первый год войны это была свобода, да, это было помилование, потом это были деньги, потом выяснилось, что Министерство обороны денег платить им не собирается, и они не считаются заключенные ни мобилизованными, ни контрактниками, ни даже добровольцами. Они просто подписывают согласие. Больше ничего. Им полагаются выплаты, но очень небольшие по сравнению со всеми остальными. Сейчас мотивация другая, да, субъектность. Я бы назвала это так. Ты в тюрьме себе не принадлежишь, с тобой можно сделать все, что угодно. А на войне, хоть что-то, как кажется, от тебя зависит. И вот это тоже играет большую роль. Это не тюрьма. Ну, то, что по-прежнему русская тюрьма остается самым страшным местом на земле. Вербовка продолжается, и надо сказать, что совершенно замечательные цифры по Пермской колонии, они отражают вообще среднюю температуру по больнице очень хорошо. То есть я бы оценила такую среднюю температуру по больнице, что из 1500 человек 1500 ушло. А 400 это, собственно, прибавилось свежих, которые будут уходить еще. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.